В общем, здравствуйте. Надоел стук в подвеске. Сделал сперва диагностику в УАЗ-центре. Мне написали список, по-моему, 4 пунктов. Нужно было, чтобы устранить этот звук, подшипник отрегулировать шкварня, заменить тягу панары. Да, и амортизатора, что они там говорили-то, как называется? Втулки, да. Но в итоге все подтянули, тяга целая, амортизатор вообще полностью заменили, все, а стук не прошел. Поехали к другим мужикам в первую внедорожную поликлинику, и они сказали, что дело в рулевом вале. Он разбивается, и поэтому было принято решение купить ваксойловский усиленный демпфером и с подшипником. Вот цена его 2800. Вроде ничего сложного там нет, поменять его. Руль даже снимать не надо, да? Не надо. Здесь карданчик откручивается. И там откручивается, сбивается, да? Ну, не думаю, что сбивается, мне кажется, он легко сойти должен. Ну, молоточком сойдет легко. Сейчас мы его вытащим, покажем вам различия. Все. Снимаем карданчик. Все. А резинка? А резинка, она, по-моему, она не родная с этим, с валом идет, нет? Да, она на валу. Ага. Еще туда, да? Ну да. Фу. Итого, это было у нас вот так. Вскрытие показало, что ломаться здесь нечему, биения не может быть, потому что это просто палка. Биение в карданчике получается было, да? Ну-ка пошевели. А теперь я не чувствую этого удара, может опять не здесь. В общем, теперь грешим на карданчик, что это в нем дело. Ну пошевели. Ну, не слышу звуков здесь. Ну-ка держи. Ну там, по-моему, какие-то подшипники все равно, да? Там какая-то... Нет, это здесь целый кардан. Что-то там дальше, наверное. Все. Ага. Оказалось, что вал новый, длиннее, гораздо длиннее. Нас сначала это напугало и хотели уже в магазине с ним сдавать. Но оказалось все проще. Здесь на пружинке регулируется. Чтоб вот на эти болты одеть, вот вырезали еще прокладочку. Так что не пугайтесь, если у вас то же самое будет. Причина стука была, не затянута была вот эта верхняя. Ну прям не затянуто. Разбито, наверное, все-таки. Что вы меня пугаете? Зря купил, что ли? Зря. Ничего не зря. Ну что только с демпфером. Слово-то какое. Хотим проверить, насколько должно. Ну, нет звуков этих. Точно? Точно. Пока. Но пока этого звука не чувствую я. Наверное, делалось в карданчике. Ну или он затянут просто был. Не затянут он был. Ну, либо, поменяли на всякий случай. С демпфером теперь. А, ну, как мягче стал. Да, как-то есть. Как-то на руль почти ничего не передается, никаких вибраций. А и ну, руль прямо. Ну, или нет? Он все равно, он смотрел в другую сторону раньше. Сейчас, да? Ну сейчас не поймешь на бездорожье. Он тоже не прямо стоял. Ну прямо. Ну, поровнее стал, да, в любом случае. Ну, приятнее стало, однозначно. Да? Угу. Все-таки чудо. Хорошая вещь. Советуешь, да, всем? Ну да, с демпфером приятней.
все. Ну, из рук точно ушел. Не знаю, что это был, или кардан сломанный, или просто надо было подтянуть. Но я склонен говорить, что это все-таки кардан. Ну, как-то жалко же, он денег стоит. В итоге обошлось мне это 3600. Кардан стоит рублей 800, наверное, да? Мы смотрели этот вал 2800, а всего я 3600 заплатил. Значит, карданчик 800. 800 рублей где-то, да. Ну, там плюс-минус 60 рублей. Ну, я доволен, в принципе.